Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю французскую еду. Тема такая, да, то есть я хотел сделать просто гратен, опять-таки, вегетарианское блюдо, да, но потом я подумал, что, конечно, это прекрасный гарнир, но это прекрасный гарнир для мощного мяса, да. Поэтому в качестве бонус-трека я покажу, как делать баранину в сувиде, да, это очень просто. И мы потом подадим гратен как раз с этой бараниной. По преданию, этим блюдом кормили наследников французского престола, которых называют дофин, да, и, соответственно, отсюда берет свое название блюдо. Блюдо абсолютно гнойное, абсолютно не полезное, но просто волшебное по вкусу. Когда я первый раз приготовил это блюдо, я до конца осознал вот это знаменитое высказывание о том, что если у людей нет хлеба, пускай нет пирожных, да, потому что даже если у людей есть картошка, не все могут себе позволить приготовить это блюдо. Что мне нужно? Мне нужен картофель, мне нужно сливочное масло, мне нужен сыр грюйер, сливки, молоко, перец, соль, специи, собственно говоря, все. В этом рецепте, кстати говоря, не используется, как обычно, килограмм сливочного масла, ну, потому что здесь используется много сыра жирного и много сливок, да, поэтому французы в своем репертуаре. Что я делаю? Я намазываю сковородку, в которой я буду запекать запеканку картофельную. Как обычно, растираю чеснок. Мне тут кто-то написал, что надо растирать вот так. Но я не представляю себе, как можно себя не убить, не отрезать себе пальцы, да, или не поранить себя. Делаю это обухом ножа, поэтому делаем как нормальные люди, лезвием. Так, вот у меня получилась чесночная паста. Я ее тоже сюда. А чеснока не нужно много, он должен просто придать небольшой аромат, да, небольшой оттенок этому блюду. Основная вещь в этом блюде, конечно же, картофель и сыр грюйер. Грюйер делают в Швейцарии, делают во Франции. Во Франции он немножко более пахучий, в Швейцарии он более твердый. Но у нас сейчас французского нету, поэтому мучаемся с швейцарским. Сыр дорогой, но его нужно на самом деле немного, поэтому нам потребуется, наверное, 100-150 грамм максимум, поэтому цена вопроса 400 рублей. Да? И я потру где-то треть этого куска, здесь где-то 400 грамм. Если я пойму, что мне не хватит, да, я могу всегда дотереть. Но лишнего не хочется тереть. Теперь самое интересное. Сковорода, слайсер. И мы будем делать следующее. Я буду чистить картошку, выкладывать слой, посыпать сыром, добавлять сливки, соль, перец, мускатный орех. Следующий слой. И так мы наберем постепенно всю сковороду. Картошку желательно брать то, что у нас называется для варки, которая достаточно такая крахмалистая, да, чтобы она для жарки картофель не очень сюда подходит. Потому что будет слишком недостаточно нежно для принцев. Мы вырезаем некрасивую часть. И теперь я делаю очень просто. Я ставлю толщину где-то 2 мм и режу на слайсер. Вот что у меня получается примерно 1,5-2 мм. Так, одна картофелина готова. И теперь все очень просто. Я беру и красиво с небольшим нахлестом выкладываю картофель в сковороду. Следующий. Один готов. Теперь соль. Немного. Чуть-чуть мускатный орех. Не все любят мускатный орех, я тоже с ним очень осторожен, потому что он имеет очень такой сильный характерный аромат, поэтому буквально, ну, я вот люблю, когда вот так. Немножко перца. Тоже совсем чуть-чуть. Теперь сыр. Тоже сыра нужно совсем немного, да, он как бы немножко склеит картофель, но не нужно сюда класть килограмм, мы не пиццу делаем, мы не хачапури.
И теперь я доделаю следующий слой картофеля. Да, у меня одна уже порезана. Я ее докладываю. Чищу следующую. Я не чищу весь картофель, потому что я не хочу, чтобы он потемнел. С одной стороны, да. С другой стороны, я думаю, что у меня вот этого 4 картофеля, здесь примерно грамм 800. Может быть, даже будет много. Может быть, как раз мне хватит для того, чтобы заполнить достаточное количество. Но, в принципе, вкусно получается, когда у вас где-то не менее 5 слоев, да. Тогда вот это становится прям такое прекрасное блюдо. Здесь я использую обязательно эту штуку, потому что без пальцев остаться легко. Можно резать ножом, можно резать на мандолине, да, там кто капусту квасит, знает. Ну, на этой быстрее. Повторяем процесс, да. Выкладываю слой картофеля, соль, немного мускатного ореха, немного совсем перца и немножко сыра. Это у меня пока идет вторая картошка, да, я думаю, что я не буду делать все 4, я, скорее всего, ограничусь 3, потому что это у меня же 3-й слой, будет вполне, мне кажется, достаточно. Ну, сейчас посмотрим, как пойдет. Грюйер имеет такой очень интересный землянистый острый вкус. Его ни с чем не спутаешь. Кто вот когда-нибудь пробовал грюйер, вы никогда его с российским, пашихонским, ну или даже любым другим хорошим сыром не спутаете. Следующий слой. Картошку мыть нельзя во время чистки, потому что мы не хотим, чтобы вышел крахмал, поэтому я ее просто протираю чистым полотенцем. Так, это у нас какой? 4-й слой уже идет, да? Я думаю, что это будет последняя картофельная. Я последнюю, 4-ю, чистить не буду. Самое обидное, когда готовишь это блюдо, я не знаю почему, у меня начинается истерика, когда остается лишняя картофелина или не хватает 2 листиков и приходится чистить еще одну, да? Соль, мускатный орех, немного сыра. И мне попить. Это вода. Так, и еще один слой. Ну, практически. Ну, это отдам детям, да? Вот у нас что получается. Теперь снова солю. Чуть побольше, а то мне показалось, что я посолил мало. Немножко перца. Немножко мускатного ореха. Я беру, у меня здесь где-то 120 грамм жирных сливок 22%. И я смешиваю их с молоком. То, что в Америке называется half and half, да? У нас, я не знаю, как это называется, но сливки с молоком. Перемешиваю. И, собственно говоря, за счет этой жидкости картофель приготовится. Этого достаточно вполне. И заливаю сверху. Не страшно, что здесь там не все сливки сильно размешались. Это нормально. Но у меня есть ощущение, что я бы добавил немножко еще жидкости, поэтому я... Никто этого не видел, просто добавлю молока. И теперь мне нужно сверху досыпать сыром. Сыра не хватает, я немножко еще потру. Я люблю, когда сыра много, поэтому не буду лицемерить. Так. Еще, наверное, где-то грамм 30-40, да? Вот такая получается у меня красота. Все, мой гратен готов, чтобы я его ставил в духовку. Секрет здесь очень простой, да? Первые 5 минут 180 градусов, потом примерно 35-40 минут
при 150 градусах. То есть нужно, чтобы корочка стала золотистой. Картофель мягким, да, то есть это проверяется ножом. Теперь мне осталось картофель поставить в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов, 5 минут, потом убавлю до 150. Да? И как я обещал, бонус-трек. Значит, кто не хочет, не готовьте, но меня спрашивают, как сделать в су-виде баранину. Да? Я очень люблю делать в су-виде куском целиком почечную часть. Я здесь вырублен хребет, да, то есть остались маленькие косточки. Ее можно, конечно, порубить и пожарить, как обычно, да, или шашлык сделать, но я люблю прям целиком ее делать. И делаю следующим образом. Сначала я по диагонали надрезаю жир. Так. Теперь клеточкой. Готово. Теперь немножко фенхеля. Немножко зиры. Я считаю, что зира с бараниной это просто то, что нужно. Немножко горчицы. Перец. И соль. Когда мы готовим мясо для жарки, лучше всего соль солить в последнюю очередь, потому что соль потом не дает прилипнуть к мясу специями, поэтому я делаю именно в этом порядке. То же самое с другой стороны. Я сейчас положу это в вакуумный пакет, вакуумирую. И после этого я буду готовить это час при 57 градусах в су-виде. Как раз за это время у меня приготовится картофель, немножко остынет. После этого я достану баранину из су-вида и обжарю ее прежде всего со стороны, где жир, на сковородке, чтобы жир запекся, стал хрустящим. Быстро переверну, обжарю, мясо будет волшебное. Поэтому я всегда говорю, что я не понимаю, мне веганов так жалко, потому что они лишают себя такого огромного счастья. Значит, я расплавляю, запаиваю. Шикарно. Я достаю запеканку, она готова. Вот это да. Вот это да. Сейчас еще раз проверим, смотрите. То есть абсолютно готовый картофель. Сыр запекся. Да, я обожаю это блюдо. Его можно... На самом деле, если вы не едите мясо, да, сделайте зеленый салат с лимоном, с оливковым маслом, подайте как гарнир. Это, кстати говоря, готовое мясо. Подайте как гарнир, и будет прекрасно. Значит, мясо у меня готовилось столько же, сколько запеканка. Примерно 50 минут при температуре 57 градусов. Я его достаю. Да-да-да. Все. Смотрите, то есть мясо абсолютно розовое. То есть я его готовил medium rare, но при этом оно готово. Теперь запеканка у меня может отдыхать 5 минут, потому что ее такой горячей все равно есть нельзя. А пока она отдыхает, я на сильном огне раскаляю небольшую сковороду. Сковороду или сковороду, или сковороду. Как по-русски правильно, все же по-русски разучился говорить. Комментарии безграмотные некоторые пишут, я тоже, с кем поведешься, да? Теперь я понимаю, что имею право. Что я делаю? Вскрываю пакет. Жалко, телевизор не передает аромата. Ну, мы не на телевизоре, слава богу, на YouTube. Жирная часть, она пригорит немножко, но при этом не... Ну, она имеет, как это называется, теплоизоляцию, да, жир. Поэтому мясо у меня останется достаточно розовым. И потом быстро обжарю здесь, разрежу, подам. Я не буду добавлять сюда никакого масла, потому что в баранине много жира, да, поэтому как бы это уже будет
Масло масляное, да? Жиром вниз. Значит, мясо у меня жарится. Пока оно жарится, я могу начинать раскладывать картофель. Я брал сковородку без антипригарного покрытия, да, чтобы спокойно порезать ножом и не переживать на тему того, что я ее испорчу. Здесь мне большой нож не нужен, и я режу пополам. Так, давайте вот так вот. Мне всегда было интересно, почему это называлось дофинуаз, да, потому что, наверное, принц был настолько избалован, что он не мог просто картофана с маслом съесть, да, там, или пюре какое-нибудь, ему нужно было, чтобы было все очень гламурно. Так. Надеюсь, что я это сейчас аккуратно переложу, не все развалится. Ну, первый кусок самый тяжелый. По-моему, получилось прекрасно просто. Второй и третий. Молодец, Миша, да? Прям идеально. Мясо у меня обжарится. Смотрите, что будет сейчас. Вот какая корочка. Вот именно этого я хотел. Сейчас еще буквально по минуте, чтобы подрумянилась эта сторона, и все, можно подавать. Посмотрите, здесь какое все розовое. Но мясо абсолютно готово. Его безопасно есть, тем более, что это баранина, да? Вот. Просто идеально. Выключаю сковороду. Еще буквально. Ой, как брызгается. И смотрите, сколько жира выкатилось, да? Обычно мясу нужно отдохнуть после приготовления, но я готовлю при низкой температуре, поэтому вот то, что мы сделали в конце, оно мясо совершенно не испортило. Теперь мне нужно постараться порезать его так, чтобы оно у меня не развалилось, потому что здесь есть косточки, ребра, поэтому буду пробовать. Угу. Смотрите, какое мясо. Никогда, кроме как в су-виде, такое мясо не сделать. Шикарно. Розовое и при этом абсолютно готовое. У меня сегодня один гость мясо не ест, поэтому ему мы оставим как есть, а сюда я выложу. Раз. Опа. Короче, собирался готовить только это, да? А в итоге приготовил мясо. Меня тут просили приготовить баранину или говядину, потому что люди не едят свинину по религиозным соображениям. Если честно, для меня баранина, хоть я не отношусь к этим верам, да, абсолютно идеальное мясо, оно ароматное, сочное. Вот те специи, которые я добавил, это самое, горчица, перец, зира.
Я снова как макароны тогда жрал, да не могу остановиться. Очень рекомендую. Итак, гратен дофинуа. Блюдо просто, на мой взгляд, великолепное, волшебное. Картофель – это прекрасный абсорбент для вкуса. Да? И грюйер здесь выступает как специи. Нотки мускатного ореха и немножко вот этот чеснок, который мы клали вниз, он добавляет аромата блюда. Да? А сливки дают кремовость и просто переносят все на другой уровень. Да? Но это есть не буду, я, конечно, буду есть с мясом. И с этим пино нуар, конечно, однозначно. Итак, я пробую гратен. Очень нежный пропеченный картофель. Идеально по соли, идеально по вкусу. Я в очередной раз очень с собой доволен. Надеюсь, вы тоже. Мясо розовое, готовое и вместе божественное сочетание. Как же я люблю еду. Поэтому подписывайтесь. Колокольчики не забываем, да? Шерьте, перепощивайте, советуйте друзьям. Все доступно. Ничего сложного здесь нет. Просто нужно немножко взглянуть на мир с другой стороны, да, и он, поверьте, заиграет новыми красками, хотя без радуги, да, с радугой теперь нельзя. Приятного аппетита. Ширком вот это вообще, конечно. И картошечки. Ну, это тоже блюдо, на самом деле. Вот не могу остановиться, то есть это такой тоже comfort food, да, который ты ешь и прям балдеешь.